Вот и закончился второй сезон реинкарнации безработного. Третий сезон еще ждать и ждать. Стало быть, пора переходить на оригинал. А вот какие различия между мангой, вебкой и ранобэ, и что из этого лучше читать, я и расскажу в этом видео. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. Вначале был бог. Вначале был Рифуджин Нумаганоте, автор оригинала. Он выложил первые главы Мушоки в ноябре 2012 года на очень олдовый сайт Шосэцука Нинаро, на котором многие начинающие авторы выносят свои работы на суд общественности. На нем завоевали известность авторы Лог Горизонта и Непутевого ученика в школе магии, которые впоследствии получили контракты на печатные версии и аниме-адаптации. Первые вышедшие главы веб-новеллы производят эффект разорвавшейся бомбы. Тайтл взлетает в рейтинге, а через год Рифуджин объявляет о выпуске отредактированной печатной версии своей истории. При этом он не бросил выпускать главы на сайте, используя фидбэк оттуда в качестве черновой обкатки своих идей. И если вы читали реинкарнацию безработного, то скорее всего вы, как и я, читали именно этот его черновик, а не финальный результат. Автор писал главы чуть ли не каждый день, и, понятное дело, в таком темпе не мог уследить за всем, что происходило у него в сюжете. Более того, Рифуджин иногда менял сюжет в своем детище буквально в последний момент. Например, изменил арку со спасением Лилии и Айши в Широне. Изначально Лилия должна была умереть за кадром, а Айша стать карманницей. Также в своих постах на сайте он постоянно пишет о том, чтобы люди нещадно критиковали его произведения, если увидят дыры и нелогичности в сюжете. Он правил их по ходу написания сюжета, а в печатной версии ранобэ вместе с литературным редактором были исправлены последние недочеты и дописаны новые недостающие главы, причем в большом количестве. Теперь персонажи и события не возникают из ниоткуда и не исчезают в никуда. Вот мы и разобрались с тем, что вебка — это черновик. Да, некоторые моменты в печатной версии были отцензурированы. Однако, например, Ариэль нисколько не теряет в характере от вырезания 2 строчек описания того, как она ночью пыталась напасть на Сильфи. Кроме того, некоторая цензура появилась только в английском переводе. Когда это вскрылось, под давлением фанатов издателю пришлось заново сверять перевод и перепечатывать несколько первых томов. В любом случае, читать веб-новеллу смысла уже не имеет. Вы потеряете текста кратно больше, и дальше в этом вы убедитесь наглядно. Веб-новелла маркируется 2 литерами WN, содержит в себе 24 тома, все они худо-бедно переведены на русский. Перевод единственный, но работало над ним очень много человек, из-за чего в нем нет единой стилистики, а некоторые тома переведены настолько не по-русски, что за голову хватаешься. Изначально в вебке не было иллюстраций, но наши переводчики перенесли иллюстрации из ранобэ и распихали примерно по хронологии. Именно в таком виде читал я и все равно полюбил историю Рудиуса. Ранобэ же маркируется литерами LN и содержит в себе 26 томов. И в них появились дополнительные главы с историями о других персонажах. Именно ранобэ считается завершенным произведением и самым канонистым каноном. Не все сайты придерживаются классической маркировки, и в таком случае определить вебка или ранобэ перед тобой можно по первым томам. В веб-новелле они не названы, а именования начинаются с 8-го тома. Например, ранобэ Лип и веб-новеллу и ранобэ называют одинаково, просто новеллой. Спасибо, хоть маркирует литерами. На русский ранобэ переводят 2 команды — Кофейный домик и Lightspeed Team. Кофейные перевели до середины 3-го тома и, судя по всему, забросили перевод. Lightspeed же перевели 21 том из 26 и забрасывать не собираются, выпуская по главе в месяц. Качество перевода на ранних томах достаточно среднее, ближе к концу улучшается. Перевести пару миллионов слов и не бросить — это огромное достижение. Сам работал над крупным проектом и знаю, что это такое. Теперь давайте перейдем к тому, чего никогда не было у меня на канале — сравнению книг. А так как мне одному чисто физически такое не потянуть, то информацию в этом сегменте я возьму из вот этой темы в одной из групп ВКонтакте по реинкарнации безработного. Полный текст вы прочитаете сами, ссылку оставляю в описании. Я же выделю основные изменения каждого тома. К сожалению, автор статьи сделал сравнение только до 18-го тома. И здесь на помощь приходят мои зрители Тимур и Назарик.
Обязательно поблагодарите их в комментариях. Ну и я не знаю, когда вы смотрите это видео, поэтому как только почувствуете, что начинаются спойлеры, перематывайте на указанное время. Итак, первый том оканчивается на отправке Рудиуса в Роа. Различий нет, но добавлена глава от лица Зенит и небольшая глава о том, как Лилия учила Сильфи этикету Асуры, что в будущем ей сильно пригодится. Второй том оканчивается на катастрофе маны. Различий нет. Добавлена глава Королева Леса про Гислен, которую телепортация забросила в зону конфликтов, как она там выживала и даже успела привести одну из малых стран к процветанию. Естественно, рассказывается и про лор зоны конфликтов. Третий том завершается почти прибытием в порт Ветра. Поменяли эпизод в гильдии авантюристов и сделали Эрис более сдержанной. И добавили эпизод, где Руджерт рассказывает Рудиусу о том, как дрались драконы, а конкретно Перугиус. Теперь врата, которые использует Орстед в последующей битве, не выглядят как чит. Здесь и далее изменена история Сильфи, упавшей на голову Ариэль. В Ранобэ ее история — это история мальчика Фитца, а то, что это Сильфи, скрывается и непонятно до самого конца. Четвертый том оканчивается отъездом из Великого Леса, и здесь, помимо всего прочего, добавлен бой против Святого Севера и все события, что с ним связаны. В черновике этого не было. Пятый том. Прибытие в королевство Дракона-Короля, которое вырезали из аниме. Добавлена глава под названием «Драконье мясо в стиле Нанахоши». Да-да, ее тизерят уже здесь. Которое оказывается блюдом с земли, только совсем отвратного вкуса. Руди бесится и становится невольным соучастником закрытия ресторана, где они обедали. Хозяином ресторана был Рэндольф Мариан. Кто понял, к чему это приведет, тот понял. Добавлена глава «Смерть Ариэль», в которой от лица двух человек, торговца и пограничника, описывается то, как Ариэль сбегала из Асуры, вследствие чего ее посчитали мертвой. Крутая Сильфи, в 12 лет раскидывающая наемных убийц, в комплекте. Шестой том заканчивается отбытием Рудиуса из Фитоа. Различий нет. Добавлена побочная глава про взаимоотношения Айши и Лилии и то, что с ними происходило после телепортации. Седьмой том написан полностью с нуля. Арка с Сарой и Залдатом. Еще добавлена побочка, в которой Сильфи узнает имя Рудиуса, и Ариэль отправляет ему приглашение учиться в университете магии. Восьмой том оканчивается разборкой со зверолюдками. Теперь все главы, связанные с Фитцем, идут от лица Сильфи, то есть только сейчас мы по идее понимаем, что это она была все это время. Еще добавлена глава про Джули и то, как она училась манерам. Девятый том заканчивается на сцене пробуждения Рудиуса вместе с Сильфи. Добавлено много текста от ее лица. Десятый том оканчивается на уходе Руджерда из Шарии. В нем одно единственное изменение. Сильфи знала о покупке дома и каталась по кровати в диком восторге из-за этой новости. Добавлена глава, в которой Руджерд встречает Норн и соглашается отправиться к Рудиусу вместе с Джинджер, Норн и Айшей. 11-й том оканчивается приходом Рудиуса и Элинолис в город Лапан. Различий нет, добавлена побочка про Норн и то, как она молится за успех путешествия в церкви Милиса. Я пересказывал эту главу в прошлом видео. 12-й том оканчивается Рудиусом, сидящим на могиле Пауло. Различий и дополнений нет. 13-й том оканчивается предложением Нанахоши сходить к Перугиусу. Теперь Сюзанна в сюжете не появляется из ниоткуда, становясь няней для Люси. Также добавлена целая номерная глава, в которой Рокси сопровождает принцессу Раноа в паломничестве. Руди увязывается с ними, а в свите принцессы оказывается Сара, с которой Руди выясняет отношения, расставаясь на положительной ноте. Сильфи одобряет такое решение, сказав, что если он захочет еще одну жену, то сначала пусть покажет ее ей. Ну, вы поняли, для чего сделана эта заготовка. 14-й том оканчивается тем, что Руди, разобравшись с подвалом, пишет письмо Эрис. Здесь добавлен кусок текста про похождение героев по подвалу замка Перугиуса, где нам буквально тизерят события, происходившие в новелле Old Dragon's Tale. 15-й том. Орстед забирает дневник, чтобы почитать. Добавлена глава с Эрис, у которой все идет кувырком. Она не способна работать на простейших работах и чувствует себя неполноценной, но в итоге все становится хорошо. 16-й том. Ариэль со свитой отправились отбивать трон Асуры. Большое количество изменений и дополнений. Самое главное — покорение подземелья под названием Библиотека. 17-й том
Оканчивается тем, что Руди пересказывает могиле Паула все, что происходило в Асуре. Добавлена дополнительная глава, в которой Гису выбрал сторону в конфликте. 18-й том заканчивается на письме от Пакса. Добавлены целых 2 главы под названием «Другая рабыня», где больше раскрывается Джули и ее предыстория. 19-й том. Добавлена глава про то, как сошлись принц Пакс и бог смерти. 20-й том без особых отличий. 21 том. Добавлена глава от лица Гису, в которой поясняется его предыстория и как он дошел до жизни такой. 22 том. Большое количество изменений. Я лучше это просто приложу скриншотом. Поставите на паузу и прочитайте. Добавлена дополнительная глава о том, как Гису уламывал Карумана III на бой с Руди. 23 том полностью другой. Изменений масса, если хотите, читайте на скриншоте. Я бы выделил поход на Небесный континент, про который в вебке лишь упоминание, и предыстория Бодигади, рассказанная от его лица. 24 том. Добавлена предыстория Темного Короля Виты. 25 том. Видимо, ради эпика на последнюю битву в качестве антагонистов выступает целая армия королевства Бихелил. Руди сносит всех одним кастом. Очень ждем эту сцену в аниме. Также Роджерт рассказывает, что уже было на самом деле, когда троица героев побеждала Лапласа в последней войне. 26 том. Добавлена печальная история Карумана II, как он пытался стать героем, а по итогу получалось так, что становилось только хуже. Надеюсь, вы выдержали этот краткий пересказ. Читать все это интересно, но в метро или в автобусе может быть неудобно. Поэтому существует аудиокнига, которую озвучивает Хэдги Хог, он же Ёжик. И делает это очень профессионально. Я сам бывший фандабер, и когда слушал, то кайфовал от того, сколько мастерства вложено в эту работу. Тот, кто известен как Хитагами, часто появляется в моих снах. На такой скорости, что это больше похоже на телепортацию, она прошла прямо сквозь мою грудную клетку. Я не смогу уклониться от этого. 1 секунды для этого слишком мало. Рудеус! Когда видение развеялось, Руджерт метнулся, прикрыв меня собой. Ссылку на его группу ВКонтакте я тоже оставлю в описании. Это не реклама, просто нельзя не поделиться такой годнотой. Правда, есть одна маленькая проблема. Пусть даже если он и зачитывает, что озвучивает Ранобэ, на деле же это веб-новелла, а значит в ней нет всего того, что я пересказал выше. Но все равно накидайте ему там хороших комментариев, человек реально старался. Что еще почитать? Есть реинкарнация безработного «Избыточность», где рассказывается про то, что произошло после окончания основной истории. На русский переведены пока только 4 главы. Еще есть Old Dragon's Tale, оно же «Сказание старого дракона», где повествуется о событиях времен войны богов от лица Лапласа. Переведена на русский полностью. Далее, «Долг безработного». 15 коротких глав про одного из сыновей Рудиуса Зига, на русский переведено полностью. Ну и наконец есть «Покорение короля королевских драконов». Не совсем канон, скорее прототип для истории Рудиуса, тоже полностью переведен на русский. Но хватит о буковках, надо же и на картинки поглядеть. По безработному есть манга, и она, как бы сказать помягче, вы меня поймите, в ней вырезано куда меньше, чем в аниме. В ней достойная рисовка, некоторым фреймам я готов аплодировать, но сюжет здесь идет почти по ранобэ, но иногда резко сваливается в дичайший кринж и бред. Как вам Гису, который дарит Руди женские трусы перед расставанием у врат Мелишиона? Или Сильфи, которая потеряла после телепортации память, а потом внезапно вернула после боя с ассасиншей? Ну вот. К тому же манга по сюжету отстала от аниме, и потому могу рекомендовать только очень большим любителям смотреть картиночки. И давайте завершим все играми. Первая — это обычная гача-дрочильня с названием, которое я выведу на экран. Геймплей как в классических мобильных гачах с пошаговыми боями. Казалось бы, кому она нужна? Но сюжет к ней написан самим Рифуджином. И там, помимо всего прочего, он повествует о том, как Паула сбежал из родного дома, как прокачивался вместе с Лилией и так далее. Можно считать полноценным каноном, но игра закрылась, к сожалению. Существовала только на японском. Один умелец записал прохождение на YouTube и перевел все диалоги, но только на английском. На русском, естественно, нету. Вторая игра, Mushoku Tensei Quest of Memories, вышла недавно для 5-й PlayStation или Switch'а и имеет жанр пошаговый данжен краулер. В принципе,
принципе, ничего особо интересного. Никакого нового текста, в основном пересказ приключений на демоническом континенте. В перерывах между геймплеем на очень большого любителя. Больше сказать про нее нечего. Ну вот и все. Теперь вы знаете больше о контенте, посвященном реинкарнации Безработного. И наверняка уже приглянули, что будете читать в перерыве между сезонами. Не забывайте, что у меня на канале есть отличные видео с базой по лору, которые стоит посмотреть. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.